Здравствуйте, дорогие друзья! Не знаю, как вы, но я ассоциирую Новый год с блеском, глянцем и буйством красок. Конечно, на елке могут быть разные игрушки, гирлянды и мишура, но все-таки без сверкающих шаров лично мне она кажется незавершенной. Поэтому сегодня я предлагаю посмотреть, как можно самостоятельно сделать яркие, искрящиеся и сверкающие шарики своими руками. Никаких суперумений для изготовления таких игрушек не нужно, только вполне доступные материалы и немного терпения. И каждый из вас сможет сделать свою неповторимую и очень красивую игрушку. Ну что, приступим. В первую очередь для всех вариантов шариков нам понадобится основа. У меня это пенопластовые шары диаметром 6 см. Их можно купить в магазине для творчества или попробовать самостоятельно вырезать из пенопласта. Из тонкой веревочки делаем петельку для подвеса. Прокалываем шарик шилом и вклеиваем петельку с помощью любого полимерного клея, например, титана, дракона или мастера. Основа для декорирования готова. Для первого варианта нам понадобятся канцелярские кнопки. У меня они золотого цвета, но можно взять и серебряные или поискать другие цвета в канцтоварах. Берем кнопки и начинаем заполнять ими всю поверхность шарика. Начинать лучше с центра лицевой стороны. Втыкаем первую кнопку, следующие 6 вокруг нее, чтобы получился цветочек. Делаем следующий круг и так заполняем весь шарик. Кнопки старайтесь размещать внахлёст, чтобы не было пустот. Если хотите, чтобы шарик прослужил вам не один сезон, то перед тем, как втыкать кнопки, промажьте поверхность заготовки полимерным клеем. Такие шары будут хорошо смотреться не только на елке, но и в вазе или на тарелке для декора помещения. А мой муж сказал, что это Снитч из Гарри Поттера. Переходим ко второму варианту. Теперь нам понадобятся пайетки и булавки-гвоздики для закалывания ткани. Располагаем пайетку на шарике и закрепляем ее булавкой. По принципу шарика из канцелярских кнопок заполняем всю поверхность заготовки пайетками. Клей я не использовала, все и так отлично держится. На один шарик уходит примерно 15 грамм булавок и 5 грамм пайеток. Третий вариант – это усложненный второй. Кроме булавок и пайеток нам понадобится бисер. Нанизываем бисеринку на булавку и закрепляем ей пайетку на шарике.
В этот раз я взяла пайетки в виде цветочков диаметром 5 мм. И, конечно, игрушка получилась очень красивая, но на декорирование шарика у меня ушло 3 часа. И занятие это очень и очень скучное и утомительное. Так что, если хотите получить необыкновенно красивые шарики, включите себе интересный фильм или аудиокнигу и вперед за работу! Четвертый вариант очень простой и быстрый. Берем блестки, добавляем к ним клей ПВА, хорошо размешиваем и покрываем этой смесью шарик в 2-3 слоя с обязательной просушкой каждого слоя. Именно таким способом я раскрашивала снежинки из термоклея. И если вы еще не видели этот мастер-класс, обязательно посмотрите. Ссылочка на него в подсказке и в описании. При таком декорировании блестки ложатся достаточно плотным слоем, не осыпаются и сохраняют свой блеск. И, наконец, пятый вариант. Изначально я планировала использовать только гирлянду из мелких шариков, но мне ее не хватило, и поэтому пришлось фантазировать. Вы же можете сделать именно мой не получившийся вариант. Взять гирлянду желаемого цвета, главное, чтобы шарики были не больше 4 мм в диаметре, и, промазывая основу полимерным клеем, обмотать шарик гирляндой. Здесь важно клеить аккуратно и не пачкать лицевую сторону гирлянды, так как клей растворяет краску и вы испортите внешний вид шарика. Конечно, можно использовать термоклей, но полимерный с этой задачей справится лучше. Как я уже сказала, мне гирлянды не хватило, и я заполнила оставшийся участок пайетками, как в третьем варианте. Ну и петельку пришлось переклеить, так как вставка из пайеток просилась на лицевую сторону. Пустоты между шариками я заполнила бисером, закрепив его булавками. На мой взгляд, шарик получился очень оригинальным и немного напоминающим советскую игрушку. Пишите в комментариях, какой шарик вам понравился больше всего. Я, например, так и не смогла выбрать самый-самый, все они по-своему красивые и заслуживают внимания. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и уже совсем скоро мы снова с вами увидимся. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Хендмейд. Всех люблю, всех целую. Пока-пока!